Всем привет! Сегодня приготовим очень легкое блюдо из лаваша, которое нравится всем. Такие трубочки прекрасно подходят на завтрак, на перекус или к супу. Готовится максимально просто и быстро. 4 вареных яйца трем на крупной терке. «150 грамм колбасы нарезаем кубиками. Можно использовать любую колбасу или вареное мясо. – 200 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок зелени нарезаем ножом. Я взяла петрушку и укроп. Также можно использовать зеленый лук. В миску насыпаем тертый сыр, нарезанную колбасу, яйца и зелень. Все немного солим, но не забываем, что сыр и колбаса уже соленые. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Берем лист лаваша и разрезаем его на полоски шириной около 20 см. Я разрезала лист лаваша на 3 примерно одинаковые части. На кусок лаваша кладем приготовленную начинку. Все сворачиваем трубочкой, подворачивая лаваш по бокам, чтобы не выпадала начинка. Таким методом готовим все трубочки. Этого количества начинки мне хватило на 12 таких трубочек. Я использовала 4 листа лаваша. Все трубочки с начинкой выкладываем на противень. Одно яйцо разбиваем в миску, немного его солим и взбиваем вилкой. Взбитым яйцом смазываем все трубочки. Сверху посыпаем кунжутными семечками, но это по желанию. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 10-15 минут. Трубочки готовы. Выкладываем на доску или блюдо и подаем на стол. Трубочки из лаваша с начинкой, запеченные в духовке, получились очень вкусными и сытными. Готовится очень просто и быстро. Обязательно их приготовьте, такое блюдо понравится всем. Также у меня на канале есть и другие варианты разных блюд из лаваша. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим быстрый завтрак, который готовится буквально за 10 минут. Сначала подготовим ингредиенты. Берем один большой лист тонкого лаваша и складываем его вдвое. Вырезаем из него 2 круга с помощью крышки от сковороды и ножа. 80 грамм сыра трем на крупной терке. Одну сардельку тоже трем на крупной терке. Ее можно заменить колбасой или уже приготовленным мясом. 3 яйца разбиваем в миску. Солим по вкусу и перчим. Все взбиваем венчиком до однородной массы. Сковороду ставим на маленький огонь и сразу же наливаем немного растительного масла. Кладем первый лист лаваша. Лаваш посыпаем половиной тертого сыра. Выливаем яичную смесь. Посыпаем тертой сарделькой. Сверху выкладываем оставшийся тертый сыр. Все накрываем вторым лавашом.
Сковороду накрываем крышкой и готовим завтрак на маленьком огне примерно 5 минут. Спустя 5 минут переворачиваем блюдо на другую сторону и опять накрываем крышкой. Готовим еще 1-2 минуты. Завтрак готов, можно подавать на стол. Завтрак за 10 минут получился очень вкусным и сытным. Готовится быстро и продукты доступные. Такой завтрак сможет приготовить каждый. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и быстро. Следующими приготовим очень вкусные и быстрые чебуреки без замеса теста и мяса. Они действительно по вкусу очень напоминают чебуреки с сыром. Такой легкий рецепт обязательно должен быть наготове у каждой хозяйки. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Берем лаваш и разрезаем его на квадраты или прямоугольники со стороной примерно 15 см. Я каждый лист лаваша разрезала на 6 прямоугольников. Всего у меня 2 листа лаваша по 100 грамм каждый. Все готово, начиняем лаваш. Кладем кусочек лаваша. По центру смазываем плавленым сыром. Я использую плавленый сыр янтарь. Сверху посыпаем нарезанным зеленым луком. Лаваш сворачиваем конвертиком. Так подготавливаем все чебуреки. Мне для 200 грамм лаваша понадобилось 120 грамм сыра. На хорошо разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем чебуреки. Жарим на среднем огне примерно 1 минуту. Как только чебуреки поджарились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые чебуреки снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаем на стол горячими. Быстрые чебуреки без замеса теста получились ароматными и очень вкусными. Такой вариант приготовления отлично подходит тогда, когда некогда долго готовить. К тому же набор продуктов минимальный. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Четвертый приготовим очень вкусную запеканку. Готовится она просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм тонкого лаваша нарезаем на полоски шириной 5 см. Полоски лаваша складываем в стопку и нарезаем на квадраты. Также лаваш можно порвать руками. 2 помидора среднего размера разрезаем пополам и нарезаем пластинками. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 26 на 17 см. На дно формы кладем часть лаваша. На лаваш выкладываем немного творога. Всего понадобится 200 грамм творога любой жирности. Сверху на творог кладем пластинки помидоров. Опять все повторяем. Слой из лаваша, творог и помидоры. Таким методом складываем всю запеканку. У меня получилось 3 слоя каждого ингредиента. Последним слоем кладем лаваш. Готовим заливку. В отдельную миску разбиваем 3 яйца. Сюда же наливаем 150 мл молока. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную заливку выливаем в подготовленную форму. Сверху все посыпаем тертым сыром. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Запеканку подаем на стол горячей. Запеканка получилась очень вкусной и сочной. Готовится просто и даже замешивать тесто не нужно. Она отлично подходит для завтрака или ужина.